теплых водах Средиземного моря, на фоне голубого неба и лазурного моря, яхты и парусные лодки сновали, как бабочки в летний день. Местные жители и туристы наслаждались морскими путешествиями, пока однажды, в начале мая 2023 года, это идиллическое времяпрепровождение не оказалось под угрозой. Группа касаток, величественных созданий океана, решила напомнить всем о своем существовании на побережье Барбата. Один из яхтсменов оказался в ловушке, когда команда касаток атаковала его судно. Как только яхта начала терпеть бедствие, экипаж, полагаясь на свою подготовленность, немедленно вызвал береговую охрану. Чудо произошло. Все члены экипажа были спасены. Но, к сожалению, яхта не смогла пережить эту встречу с величественными хищниками. Это событие, которое стало настоящим шоком для яхтенного сообщества, положило начало новому феномену. Систематическим нападением касаток на суда судоходства стало подвергаться реальной угрозе, а страх перед морем начал заполнять сердца яхтсменов. С каждым днем все больше сообщений о загадочных атаках продолжали поступать. В течение 3 лет с 2020 по 2023 года активность касаток значительно возросла. Люди, привыкшие к спокойствию и красоте морских прогулок, теперь стали настороженными, каждый выход в море мог стать настоящим испытанием. Местные жители и туристы начали тщательно планировать свои выходы, стараясь избежать неожиданных встреч. Участились случаи возникновения аварий, а некоторые яхты покинули водоемы навсегда, заранее заявив о своем нежелании повторять печальный опыт. Научное сообщество также обратило внимание на новую угрозу. Исследователи, желающие разгадать загадку поведения касаток, бросили вызов, начав анализировать нападения и разрабатывать гипотезы по поводу причин агрессии. Были организованы экстренные научные экспедиции, в рамках которых команда ученых вела наблюдение за поведением касаток, их взаимодействиями и образованием социальных групп. Анализируя каждую атаку на яхты, эксперты заметили, что они происходят по схожему сценарию. Хищники атакуют рулевое управление с кормы, нанося удары с точки зрения максимально близкой к воде, что придает их действиям дополнительную таинственность. Это навело исследователей на мысль о том, что поведение касаток могло иметь как агрессивные, так и игривые мотивы. Одним из первых вопросов, которые возникли у ученых, был: почему касатки ведут себя агрессивно? Главная теория, возникшая в результате данных наблюдений, связывала всплеск агрессии касаток с инцидентом, который произошел на глазах моряков. Белая Глэдис, касатка, известная своими уникальными повадками, стала центром внимания. Возможно, она пережила травму, которая послужила катализатором подобного поведения среди сообщества касаток. Недостаток пищи и изменения экосистемы тоже играли важную роль. Существовали и альтернативные теории, выдвинутые некоторыми учеными. Они предполагали, что касатки могут просто играть со судами, исследуя их как любопытные детеныши. Игровое поведение было замечено у других морских млекопитающих, таких как дельфины и тюлени. И это могло быть объяснением столь необычных стычек между животными и людьми. Возможно, рулевое управление яхт было похоже на плавники или другие предметы, которые интересовали касаток и вызывали желание взаимодействовать с ними. Красочные и яркие огни от навигационных приборов на яхтах также могли привлекать их внимание, создавая иллюзию, что они находились в увлекательной игре касатки, также известны своими сложными социальными структурами и тесными связями внутри семей. Ученые стали изучать влияние этих социальных аспектов на поведение касаток, преданность и взаимодействие в стае. Они могут образовывать сильные связи, передавая свои знания следующему поколению. Этот факт подчеркивал важность изучения их эмоционального интеллекта. В отличие от множества других морских хищников, касатки обладают уникальной способностью распознавать эмоции по поведению своих соплеменников. Например, они могут чувствовать, когда кто-то из стаи травмирован или испытывает страх, и в такие моменты могут проявлять агрессию в целях защиты. К этим наблюдениям были добавлены выводы о том, как социальные связи могут способствовать адаптации и формированию новых моделей поведения. Дружелюбие и эмоциональная связь в стае могут вызывать у касаток более агрессивные или игривые ноты в деятельности, что смотрелось парадоксально, но вполне логично. Если учитывать их сложную природу, ученые продолжали исследовать, как ситуации стресса и изменения среды могли вести к изменению поведения.
И как это повлияло бы на будущие поколения касаток. Знание о поведении касаток стало ключевым элементом для создания новых подходов к защите морских ресурсов. Понимание механизмов, которые движут этими величественными существами, позволяет не только предотвратить нападения, но и создать условия для их защиты. Настоятельная необходимость создания принципов безопасного взаимодействия с касатками стала приоритетом для всех заинтересованных сторон. Ученые активно искали способы, чтобы внедрить эти принципы в практику яхтенного спорта и побудить яхтсменов принимать меры предосторожности. Диалог между людьми и природой стал необходимым для обеспечения гармоничного сосуществования. Ученые поняли, что, возможно, именно социальные связи и эмоциональный интеллект касаток, дополненный игровой активностью, могли разъяснить загадку, заключающуюся в их действиях. Здесь важно было не только создать безопасные условия для яхтсменов, но и убрать все механизмы, которые подталкивают касаток к агрессии. Эти инциденты обсуждали не только как загадку касаток, но и как урок, содержащий в себе важные выводы о взаимодействии человека и природы. Сложность и красота этого взаимодействия требуют от нас более осознанного поведения и уважения к звукам моря. Истории о столкновениях между касатками и яхтами стали не просто курьезами, но важными моментами, способствующими более серьезным размышлениям об экологии и сохранении морской среды. Так как природа и человеческое общество все более взаимосвязаны, необходимо осознание необходимости предостережения и осторожности. Туризм и общение с морем требуют внимания, так как каждое наше действие может вызвать непредсказуемые последствия. Наученные уроками, яхтсмены начали задумываться о том, как они могут помочь в охране экосистемы и поддерживать баланс. Нельзя недооценивать важность дальнейших исследований по поведенческим изменениям в касатках. Возможно, они откроют новые горизонты в понимании морских экосистем и позволят яхтсменам лучше подготовиться к взаимодействию с хищниками. Загадка касаток может послужить источником вдохновения для будущих поколений исследователей, стремящихся работать с морскими животными и защищать их среду обитания. Путешествие в мир подводных существ может послужить основой диалога между наукой и экологией. Каждый новый случай столкновения, каждая история о встречах людей и касаток – это урок, который подчеркивает важность понимания, взаимодействия и уважения. Общая цель – создать безопасные условия на планете, которые обеспечат сосуществование всех форм жизни. Если мы научимся лучше понимать неизведанные глубины океана и его обитателей, у нас появится возможность создать лучший мир и для людей, и для животных. Пока ученые продолжали проводить исследования, яхтенное сообщество начало развивать инициативы по предотвращению нападений. Были созданы специальные семинары, на которых яхтсмены узнали о методах переговоров со существами океана, а также о даре защитных средств, позволяющих минимизировать контакты между судами и касатками. Культивируя осознание о безопасности, яхтсмены нашли пути к гармонии с природой. Они начали применять экологические практики, меняться сообществами в целях охраны окружающей среды, а также активно поддерживать программы по восстановлению морских популяций. Каждое новое исследование и каждое новое взаимодействие между касатками и людьми углубляло понимание, формируя новые подходы к охране морского мира. Эти совместные усилия должны привести к новому развитию концепции береговой и морской экологической безопасности, ставя перед собой цель позволить всему живому на планете сосуществовать в балансе. Изучая поведение касаток и их повседневное взаимодействие с морской средой, человечество получает возможность не только распознавать сигналы, которые посылает нам природа, но и учиться использовать эти знания для создания более безопасного и устойчивого будущего для всех существ на Земле. И, возможно, именно в этом и заключается настоящая загадка касаток.